Трактат о добродетели. Большинству людей свойственна духовная близорукость. Это происходит от того, что малые души смотрят лишь на малое, которое близко, и не замечают великое. Но даже малые души могут учиться видеть главное и отличать значимое от несущественного. Ведь Дао хоть и бесконечно великое, но оно не только вдали. Оно и всегда в непосредственной близи от каждого. Большинству людей свойственно видеть в других недостатки и не замечать достоинства. А ведь достоинства других не причиняют неудобств, но, напротив, удобно для живущих рядом. Лишь потеряв своих близких людей со смертью их тел или при долгой вынужденной разлуке, понимают люди то, как могли бы они их любить и ценить. Не стоит откладывать любовь, уважение, почтение и благодарность на то время, когда рядом не будет того, кому мы могли бы это подарить. Любя и уважая друг друга, мы помогаем расти лучшим нашим собственным качествам, и тогда сорнякам пороков будет оставаться в душе все меньше места. Гармония отношений между людьми способствует гармонии во всем мироздании. Тот, кто видит в других лишь их недостатки и все время думает и говорит об этом, никогда не будет любим. Ум человека, настроенный видеть лишь дурное, не склонен к покою и порождает беспокойство вокруг себя. Негативно окрашенное мышление мешает жить и самому человеку, и всем, кто его окружает. Если ты можешь помочь другу увидеть его проблему или недостаток, то следует это сделать во благо его самого и всех других людей, которые страдают от его порока. Но сделать это нужно тогда, когда твой друг будет готов услышать твои слова и не умолиться при этом любовь и гармония между вами. Как же это мудро – создавать гармонию и любовь и взращивать в людях достоинство. Человек, обретший многие добродетели и разумность, сам хочет избавиться от своих недостатков, и тогда ему легко помочь. Тот же, кто не имеет в уме добрых намерений и не ощущает любовь в сердце своим духовным, тот не станет принимать помощь, но оттолкнет добро к нему приходящее. Научись жить, распространяя вокруг благоухание любви и нежности, покоя и заботы. Тогда Дао и Дэ естественно войдут в твою жизнь. Уважай намерения твоих друзей. Тот, кто хотя бы только в уме своем несогласием противостоит планам друга, тот ведет с ним незримую битву. Этим он нарушает гармонию и растрачивает впустую силы, как свои, так и своего товарища и спутника. Как ветер не может дуть в разные стороны одновременно, так и намерения, направленные в противоположные стороны, гасят силу друг друга при взаимодействии. Действие не может быть совершено правильно и плодотворно при противоречиях между теми, кто хотят действовать вместе. И не освоив умение жить и трудиться среди людей, не войти в мир Дэ, которые не имеют противоречий в своих замыслах и делах. Между совершенными есть лишь единение и понимание воли Дао для всего сущего в целом и для каждого существа в отдельности. Не стремись подчинить другого твоей воле, и не становись рабом чужой воли. Соблюдение этого равновесия
позволяет ощущать свободу. Оно также ведет к реализации закона непричинения вреда другим существам и поможет научиться воспринимать волю Дао. Люди могут связывать друг друга сильными привязанностями. Так сексуальная страсть или другие подобные сильные эмоции, словно цепи, заковывают их обладателей в рабство ложной однонаправленности. Это также лишает гармонии и тех, кого такие люди, как они полагают, любят. Истинная любовь не делает любящих и любимых рабами друг друга. Истинная любовь нежна и заботлива. Она окрыляет и делает прекрасными и тех, кто любит, и тех, кто любимы. Истинная любовь не налагает ограничения на тех, кого мы любим. И она не делает любящего пленником собственной привязанности. Воистину, именно так любят Дао все существа, и потому они свободны для роста и развития. Многие люди живут, растрачивая в своих страстях жизни впустую. Те же, кто обрели покой, собирают сокровища жизни в любви, что ведет души к бессмертию. Печаль, уныние, обида, страх обессиливают человека. Эти состояния бессмысленно растрачивают энергию организма, что в том числе разрушает здоровье, ведет к болезням. Любовь же врачует все раны души и строит мосты над пропастями отчаяния, разочарования, тоски. Счастливы те, кто идут по жизни, ощущая устойчивый фундамент, состоящий из любви и покоя Дао. Никакие проблемы и беды материального мира не поколеблют их на пути в Дао. Все проблемы для них – лишь указатели на собственные ошибки, исправление которых облегчает продвижение по пути. Как усталый путник, поднимающийся в гору, сбрасывает ненужный груз и дальше идет легко и свободно, так и мы, когда оставим навсегда наши обиды, страхи, печали и злобу, ощутим великое облегчение и свободу. Легкость, которую обретет тогда душа, можно сравнить с невесомостью и прозрачностью невоплощенных бессмертных, которые ничем не отягощены в этом мире и свободно действуют силой Дэ из великого Дао. Но речь об обретении силы будет обращена лишь к тем, кто достигли абсолютной чистоты души. Гнев или ярость кажутся многим людям проявлениями силы. Но даже если души сильны в ярости, гневе, ненависти и насилии, то эта сила действует в сторону, ведущую прочь от чистоты и покоя Дао. Эта сила влечет их в бездну обители обладателей злых пороков, из которой потом очень непросто будет выбраться. Иногда много земных жизней тратит души на понимание этого, ибо грубая сила делает человека словно слепым. Он видит лишь себя и свою правоту, ощущает лишь себя законом для других. Этим он изолирует себя от жизни в соответствии с законом покоя и гармонии, положенным Дао в основу истинного бытия всего сущего. Расплата за нарушение данного закона бывает тяжела. Такой человек уносится от главной цели своего бытия столь быстро, что даже не замечая своего падения во тьму низших миров, в которых будет оставаться и при жизни в этом теле, и после его смерти, и при новом рождении в мире материи, пока боль от такого существования не заставит его устремиться к свету. Впрочем, все ошибки идут на пользу душе, если человек их замечает и стремится исправить.
Не следует печалиться, потерпев поражение, и не следует ликовать, победив. Волны жизни подобны волнам океана. Они поднимают вверх и опускают вниз. Все они имеют назначение – дать жизненный опыт и научить тому, как обрести и сохранять любовь, чистоту, утонченность и покой. В результате становится возможным познавать великий покой океана Дао, который царит в глубинах мироздания. Что значит заботиться о других? Того, кто познает это, воистину можно именовать мудрецом. Если научиться поступать по отношению к другим так, как они хотели бы, чтобы с ними поступали, то это лишь малое начало познания заботы. Правильно же поступать с другими так, как это будет им во благо в понимании Дао и Дэ. Не всегда человеку приятно то, что несет душе исцеление. Лекарства от болезней бывают горькими. Как же должен воспитывать учеников тот, кто проповедует знания о Дао и Дэ? Если только хвалить их продвижение, то толпы соберутся вокруг такого проповедника. Но плоды его труда будут вредны. Ведь взрастут души, имеющие порочные свойства, и получится словно огромный сад, плоды которого ядовиты. Если же, напротив, бранить и укорять без меры, то проповедующее учение останется в одиночестве, и не станет тогда плодородной, безжизненной пустыни вокруг него. Только поощряя добродетели и искореняя пороки в учениках, возможно вести их по пути познания Дао. Но там, где нет ни одного, кто был бы достоин обучения, там не сохранятся знания о пути, как ни старайся. Тот, кто взялся учить других и говорит правильные слова, но не исполняет сам сказанное в жизни своей, тот обесценивает учение. И если он живет, ведомый своими желаниями и страстями, а говорит о пользе непривязанности, о любви и покое, то кто будет верить ему? Лучше бы, чтобы человек, имеющий пороки, молчал и устранял эти проблемы в себе самом. Нельзя говорить о любви, не любя, о красоте, не ведая истинную красоту, о необходимости добра, не проявляя доброту и сострадание, о нежности, оставаясь грубым и надменным, о покое ума и внутренней тишине, продолжая оставаться пленником назойливых мыслей и не знающего покоя ума. Если говорить слова об истине не в должное время, они не будут услышаны. Слова тогда опадут, словно сухие осенние листья с дерева, вместо того, чтобы, подобно семенам, брошенным во влажную плодородную почву, укорениться и дать всходы. Лишь соблюдая покой сознания, можно научиться видеть то время, когда разумно говорить или действовать. Покой Дао, обретаемый подвижником, позволяет достичь безупречности в сказанном. Тогда слова или молчание, действие или его отсутствие являют только волю Дао. Воля величайшего единого «Мы» тогда совпадает с мышлением, видением и пониманием такого подвижника и проявляется в любом его поступке как совершенство мудрого, который познал единство с Дао. Если кто-то поступил с тобой грубо, несправедливо, это вовсе не является поводом для того, чтобы реагировать обидой на несправедливость или отвечать грубостью на грубость. Доброе отношение ко всем – залог великого покоя, который ты созидаешь для себя и для всех.
Тот, кто умеет гасить пламя вражды, зажженное другими, также тот, кто привносит с собой в мир покой и любовь, тот достоин уважения. Его роль в мире хороша, даже если он гасит возмущение всего лишь между несколькими людьми, а не останавливает военные действия между государствами. Тот, кто несет покой в мир, получает великую награду. Любовь и покой Дао будут возрастать в его сердце духовно. Велика радость знающего покой Дао внутри себя и дарующего его всем существам. Если посмотреть на порог мстительности широко, то можно увидеть, что человек совершает мщение, даже только лишь отвечая раздражением, обидой, гневом, криком, презрением или осуждением, причинившему ему беспокойство. Даже если рубить мечом воздух, создается некоторое возмущение. А обретший покой не создает никакого беспокойства в пространстве мироздания. Как же прекрасен тот, кто никогда не мстит обидчику. Вскоре он становится неуязвим, и никто не сможет его обидеть. Ибо как можно обидеть того, кто стал неспособен обижаться? Даже слово, которое может поранить душу, встречай с покоем и любовью, и тогда ты увидишь, как станешь неуязвим для ненависти. С человеком не может произойти ничего того серьезного, что он не заслужил и что не предназначено ему на пользу. Несправедливость – это лишь иллюзия. Действие законов Дао обеспечивает наилучший для каждого ход событий, в который он вовлечен. Целесообразность печалей и пользу потерь может научиться видеть тот, кто хочет никогда не терять единение с Дао. Оставим же в стороне тех, кто держит в памяти зло, совершенное по отношению к ним. Они остаются в своем прошлом, и для них не существует будущего. Черные тучи собственных злобы и неприязни возвращают в их жизни ситуации предательств, обид, ненависти, насилия и вражды. Круг за кругом повторяются в их жизнях ситуации, в которых те люди поступают неверно. Как же просто, глядя с позиции Дао, увидеть преимущество того, кто неизменно доброжелателен ко всем. Многие хотели бы стать недосягаемыми для зла, но не знают как. Ответ таков. Для этого нужно победить зло в себе. Тогда зло извне более не коснется тебя. Может показаться, что такого благополучия не существует в этом мире. Но тот, кто выбрал в жизни путь любви, тот не посчитает злом никакое событие, приходящее в его жизнь, ибо оно лишь урок, который следует выучить. Тот, кто твердо избрал Дэ своим кормчим и Дао своей целью, тот уже не будет схвачен и порабощен проблемами вещей и событий в материальном мире. То, что постигающий истину сам не в силах преобразовать в добро, он тоже принимает в покое и терпении. Поступая так, человек возрастает в мудрости, постигая законы жизни и эволюции. А начать следует с того, чтобы лишь изменить свое отношение к событиям и преображать себя как душу в любовь. И тогда любовь Дэ и Дао постепенно заполнит весь мир внутри и вокруг, покоем и блаженством. Тот, кто способен прощать других полностью, без тени неприязни, тот легко покидает порочный круг обид и прочего зла. Лучше научиться не гневаться, не обижаться, не иметь недобрых мыслей и никому никогда не желать ничего плохого. Столь ведь прост закон причин и следствий. Все, что мы делаем другим, возвращается со временем к нам.
Добро возвращается добром, зло – проблемами и страданиями. Поэтому всегда счастлив мудрец, который совершает лишь доброе и всем желает добра. Не следует увлекаться отыскиванием недостатков других, особенно пока твое собственное несовершенство замутняет твой взор. Дао перед каждым человеком раскрывает его собственную книгу жизни в событиях, которые он воспринимает и в которых участвует, а также в людях, которых он встречает на своем пути. Человек, ведомый Дэ, может понять свое прошлое и настоящее, а также познать то, как строить будущее. Словно вся Вселенная дает ему для этого указания. Надо только учиться понимать язык жизни, на котором Дэ дает человеку советы о том, как поступать и что делать. Тот, кто мудр, поступает так, вскоре научается видеть лики Дэ и слышать Дэ, которые объясняют и направляют. Все, что человек видит и воспринимает, призвано учить его мудрости. Во всем можно видеть уроки Дао. Только растворив границы индивидуального «я», человек постигает всеобъемлемость света Дэ, который сияет для всех существ, а также силу Дао, которая порождает все в творении. Это и есть великий шаг, когда человек познает, что существует великое одно, и сам он становится связан с этим единым целым, как частица воды в океане скреплена с океаном. Каждая мысль, эмоция, действие видны в прозрачном океане Дэ. Они воздействуют на окружающее и возвращаются обратно к человеку как эхо. Только оболочка эго не позволяет видеть это ясно. Все существа живут в таких оболочках до той поры, пока не повзрослеют, эволюционируя, и не наберутся мудрости и силы в человеческих телах, чтобы эту оболочку устранить и вступить в мир единого «мы». Тот, кто успешно реализует это, тот живет, преображая себя и мир вокруг себя, каждым поступком и мыслью, каждым посылом добра и покоя. Так, преображая себя, человек исполняет свое предназначение. Он вливается в океан Дао, подобно великой реке, и растворяется в безграничности Дао. Теперь он становится одним из Дэ, которые созидают в творении, исходя из Дао и не теряя единосущности с Дао.